На побережье Кельтского моря в графстве Корнуолл мы нашли необыкновенно живописное место. Оказывается, что именно здесь по преданию родился и вырос легендарный король Артур. Уже запланировав поездку сюда, нам несколько раз пришлось переносить ее из-за плохой погоды. Но вот, наконец, настал тот день, и мы едем в Тинтенджел. Ура! Наконец-то мы приехали в Тинтенджел. Класс! Погода супер! Хорошая стоянка, кстати, недорогая, 5 фунтов на целый день. Находится прямо в центре деревушки. Рядом находится кемпинг. В принципе, все в одной локации. Минут 10 ходьбы, и ты уже в замке, на пляже. Поэтому погнали! Очень хочется все увидеть, всю эту красоту. Итак, план на сегодня. Так как в Англии все закрывается довольно рано, первым делом отправимся на прогулку по самому городку Тинтенджел и посетим самое старое почтовое отделение Великобритании. Пока не начался прилив, спустимся на знаменитый пляж с водопадом. Преодолев крутой подъем, пройдем по мосту над пропастью, чтобы увидеть остатки замка, где родился легендарный король Артур. А на самой вершине скалы сделаем фото с необычной скульптурой Галлас. Не переключайтесь, будет интересно. Как видите, здесь просто все связано с королем Артуром. И вот за символическую плату можно одеть доспехи, оп, и сфотографироваться. Смертельный номер. Тут даже камень для таких, как я, стоит. Так. Ну, на носочки надо стать. Так. Оп. Первый раз в доспехах. Я там вижу меч, сейчас пойду тянуть. Сейчас попробую. Если вытяну, значит я король. Ну, королева. Если не вытяну, а я думаю, не вытяну, тут все хорошо прикручено, то я не королева. Хотя в душе... О, вытягивается, вытягивается, вытягивается. Подсоби, пожалуйста. Я хочу быть королевой. Ты какой монстр! Здесь практически на каждом шагу такие сувенирные магазины. И цены, кстати, очень даже хорошие. Можно прикупить себе какой-нибудь сувенирчик. Чайничек с черепами, тарелки с воронами. Ой, какие хорошенькие. Прям няшечки. Девчонка такая симпотная. Не смогла удержаться, купила новую метлу. В этом городке находится самое старое почтовое отделение в Великобритании, которое расположено в доме XIV века. Здесь находится музей, где выставлено оборудование викторианской эпохи. Раньше это был дом фермера. И здесь воссоздано все, как было в те времена. Вы только посмотрите на этот ящик для писем. С 9 до 7 вечера здесь кидают письма, и в определенные дни их вынимают и отправляют. Так что это до сих пор действующая почта. Жизнь этого почтового отделения началась в XIX веке. До этого времени письма для деревни приходилось забирать в городке, расположенном в 5 милях отсюда. Но когда в деревушку стало приходить больше 100 писем в неделю, Королевской почтой было решено арендовать комнату у хозяина этого дома и оборудовать пункт приема писем. А вот это что интересно. Как нам только что сказали, я не могла угадать, что это такое. Оказывается, это телеграф. Это, то есть, предшественник нашего телефона. Здесь можно было, вот нажимая, посылать сообщения. А сидели на другом конце провода и принимали. Ну, практически, наверное, как азбука Морзе. Ну, очевидно, тут была столовая, трапезничали. Металлическая посуда. Изначально в XIV веке этого камина не было. Просто как очаг был, горел костер. А уже позже, в XVI веке, здесь сделали камин. Это, я так понимаю, одеяло ручной работы местных мастеров. Потому что, смотрю, лежит подушка. Вот еще одно одеяло. Все это можно купить. Там даже ценники есть. Ну, прикольно, необычно. Мне вот это вот нравится. Такое яркое, красивое прям. Смотрите, куда я зашла. Очень есть интересная история и поговорка. Но, наверное, правильно будет ее начать изнутри, там, где я подымалась. Поэтому подымайтесь сюда. Вот о чем я говорила. Существует такое предание, пословица, да, если девушка долго не выходила замуж и не вышла, осталась в родительском доме. Ну, кто она? Старая дева.
Так вот, про таких старых дев говорили, осталось спать на полке. То есть вот это помещение, эта спальня была именно для девушек, которые старые девы, к сожалению, не вышли замуж и остались жить с родителями. Поэтому они спали отдельно. Вот специально вот такие ступеньки, кстати, крутые. Я представляю, какие сложненько было. И грустненько. Я и так грустненько, а так еще и залазит, представь, каждый раз спать. Короче говоря, эта несчастная вот таким образом подымалась каждый вечер спадки. Ну, притом, в принципе, у нее был неплохой вид отсюда. Ну, не знаю, как на балконе прям, что ли. Хотя, наверное, галдеж стоял, если там кто-то допоздна засиделся за чашкой чая. Хотя тепло, наверное, было от камина. Ну, конечно, к хорому поширше, как говорят. Комод прям не открывающийся. Ой, открывающийся. О, там даже постельное белье лежит. Вот, и даже умывальник есть. Ну, понятно, конечно. То ли там залазить и смотреть на всех. А тут прям отдельно. Но я так понимала, что дверей у них тут нигде не было в том веке. Потому как все, заходишь и выходишь везде без дверей. А кровать, между прочим, на ней никакой таблички нет, что там нельзя сидеть или лежать. Поэтому я сяду. Оп! Капец. Табличек никаких я не видела. Да, я прочитала «Please do not touch». А я точнула. Ну, мне кажется, это уже какое-то новшество, как по мне. А вот это, да, очень даже подходит. А что вот это интересно? Это грелка 16 века. Прототип нашей сейчас. Откручивалась вот здесь пробка, наливалась вода, закручивалась. Тут горел огонь, камин, нагревалась. И потом под одеяло. Капец, там люди вверху ходят. Такое впечатление, что сейчас провалится. Упадет потолок. Так все скрипится, такое старое. Кстати, нашла фото посетителя. Повесили всем, чтобы видели. Неудачно прошел. Тут еще одна спальня. Но тут есть дверь. Вот сразу видно, что это видно родительская спальня. То есть засов. Все как положено. Потому что на нижних этажах ни дверей, ни засовов. Заходи, выходи. Ну, правильно. То мы привыкли к своим детям стучаться. Можно зайти? Нет, а тут раз зашел, сказал, вышел. А это, наверное, кушать их звали. Гонг давали. К обеду. Сюда засыпались угли горячие. И вот так вот под матрас. Конечно, ножки обжечь можно было, потому что она металлическая, поэтому под матрас стелили, и она тоже давала тепло. Ну, кровать тоже такая маленькая, не знаю, как для гномика. Ну, и мне кажется, что жалко посидеть нельзя, полежать. Хотя на ту я, не увидев, что там нельзя присаживаться, все-таки уселась. Такое впечатление, как будто на лавочку деревянную села. Очень жесткая. Не знаю, может, тут потом уже перины какие-то были для мягкости. Ну, прям спать так, как будто кол где-то. Здесь даже есть внутренний дворик, свой сад. Мангальчика не хватает. Хотя, может быть, он и есть. Обратите внимание, какой интересный дом с обратной стороны. Прям как со сказки. Ну, вообще, как для такого маленького домика, еще и такой красивый садик. Прям очень даже неплохо. Давай сыграем. Итак. Цветочек на змеючку. Все, я выиграла. Городок маленький, его можно обойти буквально за час, но самое интересное, ради чего сюда едут все туристы, находится на побережье. Путь на знаменитый пляж и к замку начинается с билетной кассы, которая находится недалеко от парковки. Так как территория замка принадлежит Национальному фонду Великобритании, вход для тех, у кого есть карточка фонда, бесплатный. Остальным же стоимость нужно уточнять на сайте или в кассе, так как цена билета зависит от времени года. Когда мы были здесь, стоимость на взрослого составляла 21 фунт. Но в любом случае, если бронировать заранее онлайн, то выйдет на 15% дешевле. В стоимость билета входит только посещение замка на острове. Пляж, пещеры, водопад и скалы с правой стороны для всех желающих абсолютно бесплатно. Перед пляжем работают кафе, сувенирный магазин и есть туалеты. Ну прям Тинтенджа, Мерлин. 5,2 алкоголя.
Ну, такое, в порядке. Обратите внимание, какая дорога ведет на пляж. Вот эта лестница, она сейчас заканчивается. И дальше идут огромные камни. И вот так все. Первые легенды о короле Артуре впервые появились еще в XII веке в историческом рассказе под названием «История королей Британии». Утер, отец Артура, полюбил Игрейну, которая была супругой его врага герцога Горлуа. В те времена жил волшебник Мерлин, который помог Утеру проникнуть в замок и соблазнить Игрейну, а позже сделать своей женой. Так на свет появился будущий король Артур, которого Мерлин забрал к себе в пещеру, чтобы растить и защищать от врагов. Многие ученые до сих пор предполагают, что миф, скорее всего, был основан на реальных людях и событиях, только не конкретно одного человека, а как образ собирательный, то есть взят от нескольких кельтских лидеров, боровшихся в те времена с завоевателями. И вот она, пещера Мерлина. Какая она огромная. Говорят, в длину она более 100 метров. Именно здесь, в этой пещере, волшебник Мерлин воспитывал будущего короля Артура. К сожалению, тут уже затоплено, поэтому пройти на ту сторону не удастся. Но эта пещера проходит под всем островом Тинтенджел. Представляете, это веками вымывалось водой, высушивалось ветром, и образовалась такая огромная пещера. Друзья, я долго искала в пещере Мерлина, самого Мерлина. А оказывается, он не в самой пещере, а вот за вот этим большим камнем. И вот он, я его нашла. Вот. По легенде, именно возле этого водопада рыцари круглого стола клялись королю в верности и получали благословение от него на поиски святого Грааля. Здесь такое необычное место. Здесь и водопад, и море, скалы, пещеры. Представляете, когда сейчас будет прилив, здесь будет полностью этот пляж затоплен. Вот это все будет в воде. Кстати, на сайте Tintagel Castle есть время приливов и отливов. Так что заранее, перед тем, как ехать, можно посмотреть, во сколько будет отлив, во сколько будет прилив, чтобы не пропустить время погулять по этому красивейшему пляжу. Будет обидно, если приехать и сюда не спуститься, не побывать в пещерах, там, возле водопада. Здесь Кельтское море впадает в Атлантический океан. Можно сказать, что это практически уже Атлантический океан. Я не могу сказать, что он сильно отличается от пролива Ла-Манш, возле которого мы живем и чаще его видим. Но красота здесь неописуемая. А запах здесь, о котором я все время говорила, что пахнет морем, вот от этих водорослей. И постоянно с приливом выбрасывают на берег. Вот они на солнце испаряются, и запах такой йода, соли. Ой, я не знаю, честно говоря, что это, но это какие-то ракушечки, наверное. Их здесь так много, и они все разбросаны вот такими крылышками вверх почему-то. И такие красивые, посмотри, какие ребристые здесь. А вот я так поняла, что здесь, вот она прозрачная. Наверное, это которая высохла уже на солнце, а так они синего цвета. Так хочется вот так взять, они как присоски такие плотненькие. Но не могу. О, ну это, кстати, Ой, это сухая. Если кто-то знает, что это такое, пишите в комментариях. Интересные пещеры, но туда не добраться. Здесь вот прям все завалено камнями и просто, наверное, очень опасно. Но мы так максимально. Хотя дети, что самое удивительное, дети внутри уже. Хотя можно попробовать. Оп! Друзья, подвиг совершаю для вас. Камни очень скользкие, потому как затапливает.
во время прилива. Ух ты! Ну прям. Интересно, что это за порода? С чего они состоят? Эти скалы. Они прям как нарезанные кусочками, как тортик. Прям слоями. Всем, кто не страдает клаустрофобией, прошу за мной. Ну вообще-то жутковато, там уже темно. И там неизвестно что-то. Может, оператора первого? Давай, я пойду первый. Подожди, фонарик включу. Я без фонарика боюсь. В смысле? Он боится, а я не боюсь? Капец. Прикольно. Вау. Там затоплено, да? Это сквозная, кстати. Тоже сквозная, да? Вообще необыкновенная такая локация. There are too many stairs. Look, there's a bridge. There's many bricks made. Самое веселое, что дорогу назад никто не отменил. И таким же способом надо еще залезть сюда. Идем наверх. Да, спускаться было тяжело, а подниматься... Вот таких ступенек, наверное, миллион. Здесь надо быть спортсменкой. И с большим желанием увидеть замок, где родился король Артур. Ну, уже полпути пройдено. Последний рывок. Мы это сделали и дошли до Тинтенджел Касл. Вот уже первые его стены. Боже, какая красота! Да, как такового замка нет, но все равно это такое величественное, старинное, 11 век. Кстати, здесь есть как вариант пожить вот в таком отеле. И вот вид, наверное, там просто обалденно. Он находится на горе, окна выходят на море, океан. Не знаю, честно говоря, какие там цены, но пожить можно. Графство Корнуолл в Англии считается одним из красивейших графств. Это действительно так. Изумрудная вода, скалы, песчаные пляжи и мягкий солнечный климат привлекают сюда ежегодно огромное количество туристов. Замок поделен на две части, одна из которых расположена на полуострове, вторая на острове, пройти к которому можно по мосту. Этот мост – новое сооружение, он построен в 21 веке, а ниже под ним находится старый маленький мост, который также ведет на ту сторону замка. Необычный такой, с таких каких-то плиточек сделан. Высота, прям дух захватывает. А вид какой! Мне кажется, его немножко тоже пошатывает. Я еще внизу заметила, когда смотрела наверх. То есть этот мост соединяется. И здесь вот такая вот щель. Действительно, можно заглянуть, это просто голова кружится. Особенно тот, кто боится высоты. А я боюсь высоты. То есть внизу он как бы с двух половинок состоит, и прям конкретно видно, что он разделен. Надеюсь, он выдержит. Не внушает мне доверия этот мост. Он настолько выглядит тонким и как будто провисает. Этот мост весит 70 тонн. Он держится на 4 сваях с одной стороны и на 6 сваях с другой стороны. Каждая свая выдерживает 70 тонн. Я думаю, этот замок когда-то был действительно очень величественный, судя по размерам. Проведенные раскопки говорят о том, что на этом месте существовало поселение еще при правлении римлян в III веке. Но история именно этого замка, остатки которого мы сейчас видим, началась в 1233 году. Как и многие другие правители Средневековья, первый граф Корнуолла Ричард был поклонником легендарного короля Артура, родившегося, согласно легенде, именно здесь. Поэтому, недолго думая, он обменял все свои земли на небольшой участок земли на скалистом мысе и построил уже свой замок на этом месте. В этой части замка находился главный зал. Он был наибольшим и важнейшим строением этого замка. Это место, где находились апартаменты графа, а также где он и его свита обедали и развлекались. Мы с вами были вон в тех 2 пещерах, а оказывается, есть еще 3. Вот. Но туда, к сожалению, с пляжа не пройти.
Может быть, конечно, можно спуститься с той стороны, но я думаю, нет. Тоже огромная такая, похожа на пещеру Мерлина. А пещера Мерлина находится здесь, с этой стороны, наоборот, внизу. Я обожаю английскую погоду. Очки сняла, зонтик взяла. Можно путешествовать. Только светило солнце. Вот, пожалуйста, уже дождь. Продолжаем путь вот так. Предлагаю кратчайший путь на ту сторону. Допустим, так. Мэри Поппинс. У-ху! И улетела. Я думаю, это место для принцесс, которые сидят и выглядывают своего принца. Когда он приплывет на корабле с алыми парусами. Не видать. Видать, принцы закончились. Меня поражает ширина стены. Это просто около метра. Это сколько надо было сложить камней. Стены в замке были шириной в 1,5 метра и предположительно окрашены в белый цвет, что создавало ослепительный эффект на фоне прибрежного пейзажа. Для строительства использовались различные виды местных камней, а для украшений сланцы и нефрит. Опа, там кто-то живет пирожок внизу. Оказывается, это тоже можно пройти. Ой, какое укромное местечко! Ты какого хрена там делала? А это то место, где мальчик жевал пирожок. Я его нашла. Ладно, чтобы никто не плюнул сверху. Есть места на Земле, в которые хочется возвращаться снова и снова. И это место одно из них. Какие красивые ромашки! Сейчас мы с вами направляемся на самую вершину скалы. Там стоит красивый монумент короля Артура, который в 2016 году был сделан по заказу Национального фонда Великобритании. Скульптура высотой 2,4 метра называется «Галас», что в переводе с корнуольского языка означает «сила». Поднимаясь выше и выше, каждый раз открываются какие-то новые, красивейшие виды. Вы посмотрите, видно весь берег Корнуолл. Я лечу! У-ху! Ощущения непередаваемые. Хочется сесть и мечтать. Ура, мы почти уже пришли. Вон я вижу на скале короля Артура. Он нас ждет. Очень интересненько. Тут какие-то ступенечки ведут в грот. Какую-то маленькую пещерку. Так и хочется рассказать, придумать какую-то сказку, легенду. Тут все напрашивается, все навеяно этим. Наверное, в каждом замке есть потайной ход, туннели под замками. И я так думаю, очевидно, это именно он и есть. Может, здесь вели узников на казнь. А может, тайно ходили к любовнице. А может, просто шли на пляж пешочком. Здравствуй. Легенда. Я дошла, я его нашла. Ты знаешь, я чувствую, он меня ждал. Я смотрела фотографии, как устанавливали этот монумент. Вертолет подлетал, и вертолетом сюда погружали. Вот устанавливали. Очень оригинально сделано. То есть солнце просвечивает сквозь него. Я думаю, это все происходит на закате.
хочется спеть. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Ох, жарко, пока спустились. Смотрите, я даже не видела, когда мы заходили на пляж, что здесь, оказывается, не только на сайте, но даже вот каждый день today's tide time, вот прилив и вот отлив. Время прилива и отлива есть. Очень удобно, даже можно посмотреть, чтобы не загуляться и не плыть потом обратно к лестнице. Так что вот, пожалуйста. Так, дубль 2. Идем на другую сторону. Будем смотреть, какие виды отсюда открываются. Ох, тут и дорога, там получше была. Посмотрите, как отсюда хорошо виден мост. Какой он тонкий. Как он держится между двух скал. Мне кажется, это место действительно обладает уникальной энергетикой. Недаром звание самого загадочного и романтичного английского замка по праву принадлежит Тинтенджел. Из-за необыкновенной красоты пейзажей и, конечно же, легенд о короле Артуре. Сюда хочется возвращаться снова и снова, отдыхать душой, любоваться, мечтать, представлять, как много веков назад благородные рыцари сражались за дам и отправлялись в путь на поиски святого Грааля. Yes! Уху! Я это сделала! Я хочу туда. Когда ты очень устал, есть очень хорошая опция. Подъем на машине наверх. Стоит всего 2,50 фунта. Поэтому назад мы едем наверх. Идти я уже не могу. Внимательно. Ну вот, 5 минут и мы уже наверху, представляете? А идти минут 20, это минимум. А еще когда устал, так это все 40. Класс!